Это канал Тайны Счастья. Это я, мастер Ольга. И мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, мастер Ольга. Хочу сегодня сделать раскладик, есть ли у вас магические способности. Не наигралась с этой колодой еще, Некрономикон. Хочу еще посмотреть что-нибудь по ней. Колода давно лежит, уже тоже заскучала, поэтому требует участия. Итак, давайте посмотрим, есть ли у вас магические какие-нибудь способности и какие. Ну, тут что-то хочется побольше выложить вариантов, потому что здесь, правда, варианты есть. Давайте посмотрим. Выкладываем. 1, 2, 3, наверное, 6 их будет. 4, 5, да, 6. Хочу выложить 6. 6 вариантов. Смотрим, есть ли у вас какие-нибудь магические способности. Выбирайте карту, которая вас притягивает, и посмотрим. Выбрали. Открываем первую. Есть ли у вас магические способности? Ну да, похоже, у вас есть склонность к языку зверей и птиц. То есть вы такой чувствительный человек, которого можно было бы назвать анимагом. То есть все, что связано с животными. Вы очень чувствуете хорошо и сильно животных, пользуетесь этим. Классная особенность. Вариант номер 2. Есть ли у вас магические способности и какие? О, Господи. Вот самое интересное, знаете, что маленькая собачка у меня вступает только с этой колодой и мешает мне, все портит. Есть ли у вас способности? У вас невероятная мощность. Вы можете обороняться даже в самых тяжелых случаях. У вас не просто такая пассивная защита, у вас очень крутая активная защита. И активная защита будет вам помогать в разных самых разных. Смотрим третий вариант. Какие у вас есть магические способности? Магические способности. Вот это интересно, кстати. Я думаю, что это крутая защита, но эта защита, она, кроме всего прочего, является в каком-то смысле ограничивающей вас. То есть, если вы чувствуете, что вот что-то вас сильно ограничивает и куда-то не пускает, скорее всего, это защита. То есть, не бунтуйте слишком сильно, это связано с тем, с попытками вас защитить. Это такая абилити у вас такая. Так, четвертый вариант. Какие у вас есть магические способности? У вас очень хороший канал энергии с какими-то высшими силами. Я думаю, что, возможно, вы сами знаете, с какими. Если не знаете, прислушайтесь. То есть у вас точно совершенно вы подключены канальным образом и можете получать энергию, информацию, может быть, в каком-то неточном виде. То есть интуиция у вас, вот информация проходит к вам. У вас есть подключение. 5 вариант. Какие у вас есть магические способности? Ну, это про исцеление. То есть вы, похоже, можете быть... Ну, это вообще про воскрешение здесь. Йог-сатот — это очень, опять же, в этой категории, вот этой мифологии, это очень мощное очень существо. То есть у вас, скорее всего, есть целительские способности, даже если вы об этом не знаете. Но, скорее всего, вы замечали, что вы можете там заговаривать зубы, накладывать руки, и людям становится легче. Ну и последний, 6 вариант. Какие магические способности у вас есть? У вас есть магическая способность к любви. Вы можете заключать союзы с непростыми людьми и вообще с нелюдьми.
То есть у вас есть... Это, кстати, не каждый может. Не каждый может, без повреждения, например, вызывать демонов. Не каждый может, не сойдя с ума, как-то иметь отношения с какими-то темными силами. Вот у вас есть такая возможность, и она как-то любовно организована. То есть у вас сродство с этими силами. Опять же, может быть, вы замечали. Вот, так что это, может быть, знаете, не так широко применяется, как целительство, но это очень, я бы сказала, среди всех. Ну, хотя нет, они все прям вот классные на самом деле. Но это очень крутая штука. Вот такой маленький раскладик у нас с вами на сегодня. Всем удачного дня. Осознайте свои силы, цените и применяйте их. Всем пока.